Опять. Вроде бы запись пошла. Хорошо. Все, сейчас буквально несколько минут. Все вопросы я записал. И если у вас возникнут какие-то вопросы, можете также их написать в чат. На некоторые вопросы я отвечу сам, некоторые ответит Максим. Сейчас Максим подключит камеру, подключит микрофон, и мы начнем. Так. Мгм. Так, Максим, посмотри в левом нижнем углу. Слышно, но тихо. Так, и еще, наверное, знаете, я что сейчас сделаю? Буквально минуту, я сейчас, наверное, подключу наушники, чтобы не было эхо. Сейчас, буквально секунду. Хотя я, наверное, просто микрофон попробую подключить. Сейчас, буквально одну минуту. Сейчас я подключу наушники. Так, Максим, включай камеру. Все ли получается? Так. Максим. О, Данил, все, привет. отлично. Слышно нормально? Да, я у себя, если что, буду гасить микрофон для того, чтобы не было эхо. Давай, расскажи, кто ты, чем занимаешься. Вот, ну и немного расскажи про себя. Я потом выключу микрофон, чтобы не было эхо. Ну, прежде всего хочу сказать, что я работаю врачом, окончил базовую специализацию педиатрия, педиатрический факультет. Сейчас работаю по специальности рентгенология с более глубокой специализацией КТ, рентгенография, МРТ. Вот. Косвенно, не напрямую, связан с спортивной медициной, потому что, в частности, очень много пациентов обращаются с заболеваниями как опорно-двигательного аппарата, как воспалительные заболевания, так и дистрофические заболевания, так и травмы, как спортивного характера, так и приобретенного, да, то есть высокоэнергетические травмы по типу всевозможных переломов, следствий, исходов дистрофических заболеваний, артрозов, остеоартрозов и так далее. Вот, поэтому, так как сам человек неравнодушный к спорту и все в совокупности, в целом все это составляет такую картину, да, неотъемлемой части моей жизни, где спорт и медицина, они объединяются. Вот. Поэтому спасибо, Данил, что позвал. Надеюсь, что не разочарую. Постараюсь ответить максимально на все вопросы, максимально понятно и максимально подробно. Хорошо, начнем. Первый вопрос. Правда ли, что кофе задерживает воду? Если да, почему? Плохо ли хорошо и насколько, допустим, это при похудении плохо либо хорошо пьет кофе человек? На самом деле, первое, о чем хочется сказать, да, это прежде всего, что сам по себе кофеин, продукт достаточно натуральный, то есть это не синтезированное вещество, которое в качестве такого, да, природного алкалоида присутствует не только в кофе, да, то есть оно присутствует в достаточно распространенном количестве продуктов, условно, да, распространенном, конечно, не во всех, но, то есть я, приводя пример, можно сказать, да, что употребление, допустим, чая в больших концентрациях, допустим, или в большом количестве, также является результатом употребления кофеина. Сам по себе, как кофеин, как химическое вещество, алкалоид, да, по химическому составу. Но если не вдаваться в биохимию, можно сказать, что прежде всего это вещество, которое оказывает
так называемое адренергическое действие, то есть действие, которое направлено на симпатическую нервную систему, то есть ту часть нервной системы, которая ответственна за, она еще называется система «бей или беги», да, то есть система активных действий. Ну, опять же, не вдаваясь в подробности, для чего она была, да, эволюцией придумана. В большинстве своем для защиты организма или для того, чтобы организм смог выдержать большие физические нагрузки, но лишь кратковременно. Соответственно, кофеин – это вещество, которое способно оказывать стимулирующее воздействие на эту часть нервной системы. Какое его основное следствие? Ну, прежде всего, полная активация симпатической системы. То есть это расширение зрачков, если мы идем, да, сверху вниз, расширение зрачков, снижение потоотделения, повышение артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений, повышение частоты дыхательных движений, усиление катаболических процессов, наоборот, замедление анаболических процессов, снижение тонуса желудочно-кишечного тракта, соответственно, стимуляция нервной системы, то есть стимуляция психоэмоционального состояния, да, то есть, грубо говоря, это выражается тем, что мы выпили кофе, мы чувствуем легкую такую приподнятость, немножко настроение, немножко большую эмоциональность, большую такую эмоциональную лобильность. И, соответственно, опять же, вот я почему такая долгая, да, преамбула к тому, ответ к вопросу, задерживает ли он жидкость и почему. Ну, то есть, следует, и как это влияет, да, на похудение. На самом деле, да, действительно, жидкость задерживается за счет того, что, в принципе, комплексный механизм повышения артериального давления и самих алкалоидов за счет своей химической структуры, они сами по себе изменяют, скажем так, соотношение внутри и внесосудистого давления, если очень простыми словами, да, говорить. То есть внутри сосуда есть одно давление, вне сосуда в межклеточном веществе, то есть окружающем, да, сосуд, в тканях существует другое давление. Соответственно, разница между этими давлениями вызывает движение жидкости либо в сторону сосуда, либо из сосуда. Вот как раз-таки алкалоиды, они вызывают повышение давления как гидростатического, да, то есть внутри сосуда за счет повышения артериального давления. И за счет этого жидкость стремится покинуть непосредственно сосудистое русло ткани, что, соответственно, вызывает так называемые периферические отеки, то есть скопление жидкости в межклеточном веществе, в межклеточном пространстве. Однако все это очень ограничено, да, то есть человек не может выпить столько кофе, то есть, да, существует летальная доза кофеина, как и любого другого препарата, но употребить такое количество, чтобы сформировались, да, генерализованные такие распространенные отеки с такой массивной задержкой жидкости, такого, скорее всего, не будет. Поэтому, да, с точки зрения биохимии, да, действительно, физиологии, задержка жидкости присутствует за счет изменения давления вне и внутри сосудистого русла. Это первая причина. Ну, а что касается похудения, то есть регулярный прием, да, скажем так, злоупотребление кофеином может косвенно отнестись непосредственно на процесс массы, не массы набора, да, а процесс, скажем так, удержания показателя весов на определенном уровне. То есть, грубо говоря, косвенно это влияет на похудение тем самым, что задержка жидкости ведет напрямую к повышению массы тела, индекса массы тела. А с другой стороны, это всего лишь жидкость, которая может точно так же уйти, да, элиминироваться из организма. Поэтому, отвечая так вот коротко, да, тезисно на вопрос. Да, кофеин вызывает задержку жидкости, но эта задержка, она незначительная. И в контексте всеобщего похудания, да, то есть она не влияет так строго прям на, скажем так, показатели весов. Поэтому в целом употребление небольшого количества кофеина, особенно, да, учитывая наш такой вот образ жизни, да, не совсем здоровый, не совсем психоэмоционально такой лояльный, да, к нам. Соответственно, употребление большого количества кофе, оно, в принципе, негативно сказывается в целом на сердечно-сосудистой системе, поэтому его надо ограничивать. Так что вот, да, отвечая еще раз коротко и тезисно, да, задержка жидкости есть, но конкретного такого влияния на удержание жидкости, большое удержание жидкости нет. То есть это все транзиторно, это все временно, это все проходящее, и, соответственно, нужно с головой подходить к употреблению
вообще кофеин содержащих напитков, независимо от того, что это. То есть не вливать в себя кофе тоннами, а четко и размеренно понимать, что чашечка кофе с утра или, допустим, в обед, она, в принципе, не повредит, если даже человек стремится похудеть. Я думаю, что вот, это мое мнение такое. Хорошо. Смотри, такой вот вопрос. Меня вот так слышно? Да, я слышу, Саша, я слышу. Блин. Хорошо. Тренер говорит, был такой опыт, что человеку сказали, нужно есть маленькими порциями для того, чтобы уменьшить объем желудка, потому что он растянут. Но при этом нужно было выпивать 2 стакана воды. И тут отсюда сразу же еще один вопрос. Правда ли стакан горячей теплой воды благотворно влияет на похудение натощак с утра? Либо вообще для чего это надо? То есть как бы два вопроса. Первый, нужно ли есть маленькими порциями, чтобы уменьшить объем желудка, но при этом выпивать нужно 2 стакана воды. И отсюда же второй вопрос, нужно ли пить воду с утра, если да, то почему? И исходящий отсюда. На самом деле, начну со второго вопроса, да, почему необходимо, либо желательно, да, выпивать стакан воды непосредственно, вставая, допустим, с утра, либо перед приемом пищи. Потому что стакан горячей воды, то есть как только мы выпиваем какую-либо жидкость, да, как только в желудочно-кишечный тракт попадает содержимое, неважно, да, какое, жидкое, жидкое, оно просто лучше усваивается и быстрее. Как только попадает какое-либо содержимое в желудочно-кишечный тракт, соответственно, запускаются механизмы, то есть желудочно-кишечный тракт начинает работать, начинает сокращаться гладкая мускулатура. ЖКТ у нас не подвластен, да, то есть нашему сознанию. Это все, скажем так, не центральная нервная система, да, то есть это у нас симпатическая и парасимпатическая, то есть вегетативная нервная система. Соответственно, Максим, еще чуть-чуть проще объясняю. то есть я имею в виду, что да, мы не можем контролировать сознание, мы не можем контролировать. То есть мы можем, допустим, рукой мы можем пошевелить, да, а вот желудочно-кишечным трактом шевелить мы никак не можем. То есть мы никак не можем оказать на него влияние. То есть человек выпивает стакан воды, и в этот момент происходит опустошение желчного пузыря. То есть желчный пузырь сокращается, и в просвет 12-перстной кишки выбрасывает желчь, то есть содержимое желчного пузыря, желчные кислоты, которые принимают участие в растворении жиров, которые будут в дальнейшем туда поступать с пищей. Соответственно, избыточное накопление желчи, оно всегда вредит за счет того, что происходит перерастяжение желчного пузыря, перегибы желчного пузыря, то есть всевозможные дискинезии желчных путей, когда происходит нарушение оттока желчи. Поэтому, когда человек выпивает, да, с утра стакан воды, либо перед приемом пищи, он автоматически, во-первых, запускает желудочно-кишечный тракт, то есть начинает работать перистальтика, то есть сокращение всех его отделов. И второе – это выброс непосредственно в просвет 12-перстной кишки желчи, да, и желчных кислот для уже того, чтобы пищеварение в дальнейшем происходило, скажем так, удовлетворительно, чтобы все происходило так, как должно быть и задумано физиологией. Вот. Это по поводу того, что почему нужно выпивать. Влияет ли это на похудание? Да, конечно, влияет тем самым, что вообще, в принципе, на этом строится весь метаболизм. То есть, прежде всего, от того, насколько хорошо усваиваются желчные кислоты, а их, то есть жиры, да, не желчные кислоты, жиры, да, а их усвоение напрямую зависит от того, какое количество желчи выделяется, да, и нормально ли выделяется. Это напрямую влияет на метаболизм жиров, в принципе. Поэтому, да, как врач я бы крайне рекомендовал перед приемом пищи выпивать стакан теплой воды. То есть по выше указанным причинам. Да. Так, второй вопрос, насколько я помню, был про Нужно есть организм. маленькими порциями, чтобы уменьшить объем желудка. На самом деле существует такое понятие, да, в принципе, в физиологии, что действительно перерастяжение, да, скажем так, перерастяжение желудка, перерастяжение полости желудка действительно заработать можно. Но чтобы это сделать, это нужно настолько усердствовать с таким большим количеством приемов пищи, либо обладать нужно каким-то психическим расстройством, да, чтобы действительно это заработать.
То есть индексы массы тела таких пациентов, они, как правило, доходят до крайне критических значений, и перерастяжение желудка – это последнее, да, что его будет беспокоить, потому что это терминальные тяжелые пациенты, вес которых может доходить там до 200, а иногда и за 200 килограмм. Поэтому, как бы, в принципе, дробное питание, вообще откуда это пошло? Дробное питание необходимо для того, чтобы снизить нагрузку прежде всего на поджелудочную железу, чтобы не было активного выброса большого количества ферментов непосредственно в просвет той же самой 12-перстной кишки. Если это происходит, если человек резко, долго голодает, а потом садится и наедается, и не дай бог еще запивает это большим количеством алкоголя, то, вероятнее всего, он вечером окажется в острой хирургии с острым панкреатитом. То есть, соответственно, достаточно серьезные патологии. Поэтому дробное питание – это не для профилактики растяжения желудка, это для профилактики, прежде всего, заболеваний поджелудочной железы, воспалительных заболеваний по типу острого панкреатита, да. А, соответственно, в исходе, когда происходит острый панкреатит, часть поджелудочной железы может разрушаться. Соответственно, может развиваться вторичный сахарный диабет, то есть приобретенный сахарный диабет. Поэтому дробное питание, оно необходимо. Оно должно быть в рационе, ну, лично по моему мнению, да, должно быть в рационе каждого человека для того, чтобы прежде всего снизить нагрузку на ЖКТ при разовом приеме пищи и, в частности, на поджелудочную железу. Вот. Все, что касается растяжения желудка, это уже такие достаточно серьезные хирургическая патология. И в бытовой, в обычной практике, вот в повседневной жизни заработать такое состояние, как увеличение полости желудка вследствие, да, именно алиментарного фактора, то есть фактора питания. Да, можно заработать там посредством онкологии, можно заработать посредством еще ряда заболеваний. Но питание, дробное питание – это чисто профилактика заболеваний поджелудочной железы, конечно. Хорошо. А такой вот вопрос. Если, допустим, все-таки у человека все-таки растянут, стоит ли есть или проще сделать ушивание желудка, нежели чем сделать количеством приема пищи? Ну, в любом случае, да, так как желудок – это мышечный орган, это полый мышечный орган с мышечной стенкой. В любом случае, со временем происходит, скажем так, положительная деформация, то есть я имею в виду, да, то есть физиологическая деформация стенки желудка, потому что, ну, грубо говоря, да, желудок, как любой орган, как любой другой живой орган, он адаптируется под его возможности, под объемы, объем ферментов изменяется, объем соляной кислоты изменяется, объем полости желудка меняется. Да, конечно, если уже есть такая проблема, есть такая патология, конечно, к хирургической практике, ну, к хирургическому методу прибегают уже, когда нету других вариантов. То есть, когда идет нарушение непосредственно самой перистальтики желудка, когда желудок уже не может сокращаться. То есть, перистальтика – это сокращение желудка. Да? Когда сокращение желудка уже не происходит по каким-либо причинам. Чаще всего это тяжелые гастропатии, либо с онкологическим фактором, либо с фактором, допустим, травм, либо нарушения строения мышечного слоя генетическими. То есть к хирургическому методу прибегают уже, когда другие способы, скажем так, не успешны, да, в такой бытовой практике, да. Но, конечно же, если уменьшать разовое количество приемов пищи и уменьшать разовое количество жидкости. Сейчас, подождите секунду, наушник отключился. Так. Я сейчас пока микрофон.
Сейчас слышно? Да, я слышу хорошо. Все отлично. Хорошо, давайте тогда продолжаем. Так, вопрос. Реально ли потянуть кожу, которая начинает висеть без хирургического вмешательства? Если реально, то как уменьшается кожа? Если нет, то почему? Ну, начнем, да, разговор о том, что, в принципе, кожа это как любой другой орган, да, это орган, который адаптируется под определенные нагрузки. Самое главное, чтобы эти нагрузки были адекватные непосредственно, да, тому, ну, скажем, тем возможностям организма к адаптации. Соответственно, если растяжение происходит чересчур быстро и чересчур в больших объемах, да, прям, ну, прям действительно серьезные объемы, соответственно, восстановление без хирургического вмешательства практически невозможно. За счет того, что растяжение, да, кожного покрова непосредственно, да, в месте прилегания подкожно-жировой клетчатки за счет большого, за счет большого объема, да, жировой клетчатки, соответственно, вызывает перерастяжение кожи в данном объеме с формированием кожных складок, которые сами никуда не уйдут. То есть, соответственно, это нужно понимать. Если похудание, допустим, происходит в течение определенного времени, оно равномерно, плавное, и, соответственно, расход, ну, скажем так, да, истончение, правильно сказать, истончение подкожно-жировой клетчатки происходит равномерно в определенной анатомической области, допустим, в области, ну, скажем так, правой подвздошной области, да, то есть справа живота, или с левой подвздошной области левого живота. Соответственно, кожная складка истончается равномерно, и, соответственно, кожный покров, у него получается среагировать, то есть адаптироваться под такую нагрузку. Соответственно, при таком раскладе, конечно, кожная складка уйдет в любом случае. Она будет повторять анатомическую форму непосредственно той анатомической области, откуда ушла подкожно-жировая клетчатка. Она будет плотно прилегать, допустим, к мышцам передней брюшной стенки, либо передней боковой брюшной стенки и так далее, в любой анатомической области. Опять же, если перерастяжение кожного покрова и кожной складки, кожного покрова произошло значительное и сформировалась выраженная кожная складка, тут уже нужно прибегать непосредственно к хирургическим методам, то есть иссечению и ушиванию непосредственно. То есть это по типу похожая ситуация с растяжками, да, то есть растяжки или стрии, да, более если официально говорить. То есть изменение подслизистого слоя непосредственно кожного покрова. Мгм. Хорошо. То есть в случае, если вес уходит равномерно и подкожно-жировая клетчатка небольшая, то кожа плюс-минус будет возвращаться. Если, допустим, перерастянута, то тогда уже хирургического Да, вмешательства прибегать надо. то есть даже если выраженная жировая клетчатка, то есть подкожно-жировая клетчатка выражена значительно в определенной анатомической области, но уходит она равномерно и своевременно, соответственно, кожный покров адаптируется и восстановится. Кожная складка такая выраженная не будет формироваться. А вот если будет происходить, допустим, резкое голодание, да, с формированием кахексии, то есть, да, резкого прям такого похудения, соответственно, да, тогда уже кожная складка сформируется, и она не успеет принять анатомическую форму. Мгм. Хорошо. Другой вопрос. БАДы, куркума, спирулин, как помогают в похудении и нужны ли они, или это все маркетинг? Ну, лично мое мнение, допустим, я никогда этим не увлекался, не занимался. Я прежде всего призывал бы людей, наверное, обращать внимание на непосредственно состав, да, тех БАДов, которые они употребляют. Вообще БАДы такое очень растяжимое понятие. Я негативно к ним отношусь, потому что любой препарат, который мы вносим, да, любой эндогенный препарат, который мы вносим в организм, он должен проходить определенные статистические исследования. То есть исследования, которые не просто вот там взяли группу из 1000 человек, да, и дали им, и посмотрели, что с ними будет, а достаточно серьезные исследования, которым подвергаются все лекарственные препараты. Хоть и на них не пишут, не является лекарственным препаратом, но нужно понимать, что мы не знаем, какие компоненты входят в их состав, а если даже и знаем, то достоверно мы не можем 100% гарантировать, какой побочный эффект будет через год, через 2, через 5 лет применения. Поэтому к БАДам нужно относиться очень серьезно. Либо применять очень проверенные и крайне распространенные по типу омега-3 жирных кислот, да, либо какие-то витаминные комплексы. Да, это все, отчасти это
практически БАДы, да, хоть и не лекарственные препараты. А все, что вносит в себе, ну, грубо говоря, сложный состав, сложные какие-то компоненты, которые непонятно как будут влиять. Ну, куркума это вообще, в принципе, растительный продукт, я бы даже не назвал его, наверное, БАДом. Да, спирулина это водоросль, то есть тоже такой пищевой продукт. Вопрос в том, с какой целью это применяется и насколько, в принципе, известен состав того или иного продукта. То есть можно просто взять, грубо говоря, упаковку, посмотреть, почитать про вещества, про действующие вещества, про вспомогательные вещества. То есть сформировать такую общую картину, что за препарат я принимаю. Поэтому к БАДам нужно относиться крайне осторожно. Прям вот крайне осторожно. Для того, чтобы не вызвать серьезных последствий. Ну, самое простое – это аллергическая реакция будет, а самое серьезное – это вплоть до каких-то употребления канцерогенных веществ ну, естественно, на ЖКТ. Вот. Ну, это лично мое мнение про БАДы. А если мы рассмотрим куркуму и спирулина, насколько вообще они нужны? Чем они помогают? Ну, Нужны ли они? Я считаю, что человек, который использует рациональное питание, пусть даже активно занимающийся с высоким уровнем физической активности, обычной бытовой пищи, условно говоря, мясных продуктов, рыбных продуктов, молочных продуктов, круп, бобовых, овощей, фруктов, ему более чем достаточно. Вот этим, скажем так, скромным набором, да, питательных веществ он перекрывает вообще, в принципе, дневную норму по всем нутриентам. То есть, если человек хочет, допустим, он чувствует, что после приема определенного, ну, скажем так, да, БАДа, в кавычках, ему как-то становится лучше, легче. Но это, опять же, субъективные такие моменты, на них очень трудно ориентироваться. Но я считаю, что БАДы, они излишни. То есть обычное, нормальное, здоровое питание, рациональное, с включением ну, практически всех таких важных продуктов питания, оно может перекрыть все потребности в нутриентах. Поэтому я считаю, что БАДы излишни. Хорошо. Почему в одних местах вес уходит быстрее, а в других медленнее? Ну, допустим, кто-то начинает худеть, у него там сразу там, ноги худеют и ягодицы, а живот в последнюю очередь. А у кого-то наоборот. Ну, первое, это, в принципе, называется анатомическое распределение жировой клетчатки. То есть у нас есть области жировой клетчатки, области анатомические, где, в принципе, жировая клетчатка, она природой так задумана, что она будет уходить в последнюю очередь. Ну, то есть у нас есть подкожная жировая клетчатка, есть висцеральная жировая клетчатка, то есть которой окружены органы и ткани. Самое последнее, вот, то есть человек начинает голодать, допустим, такая ситуация. У него начинает худеть там руки, спина, передняя брюшная стенка, задняя поверхность спины, бедра. Ягодицы уходят в последнюю очередь, соответственно. А самая последняя очередь, самая последняя клетчатка, которая истончается, это паранефральная, то есть это клетчатка, которая окружает почки. То есть это задумано для того, чтобы, то есть, максимально долго сохранить защитную функцию почек в виде такой вот липидной, да, жировой прослойки. Ну, если на уровне биохимии, то есть это можно выразить активностью, большей или меньшей активностью, скажем так, жировых клеток в тех или иных анатомических областях. Это уже продиктовано генетически, то есть мы никак на это повлиять не можем. То есть у кого-то, грубо говоря, ягодицы, жировая клетчатка на ягодицах выражена лучше, потому что у мамы или у папы так было, а у кого-то на спине за счет того, что, опять же, у родителей так было. То есть это генетический фактор, на который мы, к сожалению, не можем повлиять. Но при этом есть, как я говорю, вот в первом случае есть определенная анатомическая зональность жировой клетчатки, то есть какие зоны уходят в последнюю очередь. Абдоминальная жировая клетчатка, именно передней брюшной стенки, она уходит в последнюю очередь. Это тоже природой задумано для того, чтобы максимально, потому что у нас нету костных структур. У нас единственное, что защищает органы брюшной полости, это мышцы, мышечный каркас, и жировая клетчатка. Это и как для терморегуляции нужно, так и для защиты. Поэтому оттуда жир уходит в последнюю очередь. Соответственно, подкожно-жировая клетчатка конечностей, ну, соответственно, она не так важна. Соответственно, она уходит в первую очередь. Организм понимает, что потратить ее гораздо проще, чем, допустим, ту же паранефральную, которая просто необходима, просто жизненно необходима. Поэтому вот в таком ключе это.
Так, тут вопрос еще схожий с предыдущим. Витаминные комплексы, как их принимать? Нужно ли? Если да, то почему? Если нет, то почему? И то же самое с омега-3 жирами. Как правильно принимать? Надо ли? Если нет, то почему? Если да, то почему? Ну, начнем с витаминов, да. Витамины необходимы. Витамины необходимы абсолютно всем, без исключения. Это не значит, что нужно принимать витаминные комплексы, да. Ну, мы не будем, да, рассматривать там прям жизненно необходимые ситуации, что там профилактика рахита у детей, и витамин D и так далее. Это все понятно, я думаю, без этого, да. То есть мы имеем в виду взрослого человека. Начнем с того, что есть такое золотое правило, что избыток витаминов хуже, чем недостаток. То есть ему надо обязательно следовать. То есть не надо закидываться витамином А, что условно, да, чтобы потом ходить с такими розовыми, с красно-оранжевым таким кожным покровом, да. То есть, опять же, это, ну, в этом ничего хорошего нет, как для организма, так и в целом для, ну, скажем так, общего состояния, да. Поэтому в целом при рациональном питании, опять же, возвращаясь к вопросу о рациональном питании, при рациональном питании организм способен перекрыть практически все потребности витаминов. Ну, практически все, да. Соответственно, витаминные комплексы принимать можно исключительно по инструкции. Каждый витаминный комплекс, он рассчитан таким образом, что сочетание тех или иных витаминов, оно наиболее оптимальное. И поэтому сказать, что какие-то дозировки, о каких-то дозировках говорить достаточно сложно. Поэтому каждому препарату прилагается инструкция, которую можно прочитать, и в зависимости от сезона, в зависимости, да, там, от скажем так, массы тела непосредственно, от любых других параметров. Там четко рассчитано, сколько и чего нужно принимать. Поэтому, но, опять же говорю, надо к этому подходить очень осторожно, потому что избыток витаминов, он гораздо страшнее, чем их недостаток. Поэтому баловаться витаминными комплексами, то есть принимать такой на постоянной основе при таком хорошем, рациональном, сбалансированном питании не стоит. То есть, опять же, нужно отдавать предпочтение тому, чтобы организм сам своими путями, своими ферментными системами добывал эти витамины из тех продуктов питания, которые мы ему даем. Это по поводу того, что вот, по поводу витаминов. По поводу омега-3 кислот. Омега-3 кислоты это, да, биологически активные вещества по своему химическому строению. Это жирные кислоты, соответственно, они необходимы нам в употреблении, потому что они непосредственно участвуют в транспорте остальных жирных кислот. И, соответственно, особенно, да, особенно в возрасте более 50, да, если мы рассматриваем мужчин старше 50 лет, основная проблема и основная причина смертности, да, это заболевание сердечно-сосудистой системы с атеросклерозом нижних конечностей, вообще, в принципе, всех сосудов. Это происходит от того, что происходит нарушение транспорта жирных кислот. Вместо того, чтобы идти по назначению, они способны откладываться на стенке сосуда, формировать такой мягкотканный компонент и суживать просвет. Соответственно, это и есть, называется атеросклероз или атеросклеротическое поражение сосуда. Вот прием омега-3 жирных кислот, соответственно, нивелирует, да, уменьшает риск развития атеросклероза за счет того, что происходит, ну, скажем, по-простому скажем, правильный транспорт этих жирных кислот, они идут по назначению, а не туда, где им быть не положено. Поэтому, опять же, омега-3 жирные кислоты, они доступны, они покупаются в любой аптеке, они достаточно дешевые, просты в употреблении, и, соответственно, по инструкции, спокойное применение по инструкции. Ну, в зависимости, да, от производителя, в зависимости от формы выпуска, что это капли или это капсулы, чаще всего это капсулы. То есть может варьироваться. Там обычно это около 5 капсул, допустим, с утра и 5 капсул вечером. Ну, опять же, если это взрослый мужчина весом около 80-90 килограмм, соответственно, у него будет увеличена доза. Если это субтильная женщина, допустим, там 45-50 килограмм, соответственно, ну, тоже надо понимать, из головы их применять. Не закидываться тоннами, потому что избыток любого препарата, он вреден. Ну и рациональный прием, он также будет вот приводить к положительным эффектам.
Хорошо, вопрос. Есть ли какие-то продукты, которые не сочетаются с собой? Ну, то есть, что-то лучше есть отдельно от чего-то, либо наоборот, может что-то вместе. Ну, в действительности, единственное, что я могу такое вот прям вспомнить, это употребление красного мяса, допустим, и чая. Это не рекомендуют гастроэнтерологи и эндокринологи, потому что объясняют это тем, что происходит нарушение усвоения железа трехвалентного и двухвалентного, то есть непосредственно в желудочно-кишечном тракте. Но это такие, в общем, достаточно пока что натянутые исследования. Ну и в целом, я не думаю, что более или менее такой адекватный человек будет сидеть, есть красное мясо и запивать это стаканом черного чая. Вот, поэтому прям вот таких вот сочетаний, прям категорических, наверное, нет. Все зависит от индивидуальной переносимости, да, человеком тех или иных продуктов. Если он не переносит по каким-то причинам, по причине аллергоанамнеза, да, то есть либо по причине просто индивидуальной непереносимости продуктов, соответственно, он должен делать скидку на это и понимать, что ему можно, а что ему нельзя. То есть прямо таких, чтобы прям вот нельзя. Единственное, что, наверное, алкоголь. Разные сорта алкоголя, они очень плохо сочетаются между собой за счет различной концентрации этанола. То есть, ну, это, да, нельзя сперва выпивать, там, допустим, крепкий алкоголь, а потом закидываться легким, потому что, ну, условно говоря, 40-градусная водка там, или 45-градусный виски, да, нежелательно запивать 13-градусным вином, потому что человек просто не будет ощущать изменения вот этой концентрации и количества алкоголя, который он выпьет, оно будет кратно, да, то есть кратно тому, чем он бы пил просто крепкий алкоголь. И, соответственно, уровень интоксикации будет совершенно другой. То есть, ну и Мгм. я думаю, что вот, ну, возможно, я что-то не знаю, возможно, я о каких-то сочетаниях не слышал. Но, по крайней мере, вот прям с точки зрения медицины нет прям таких жестких противопоказаний, чтобы вот, допустим, масло не есть там, допустим, с чем-то там, с каким условным продуктом, да, такого я не могу припомнить. Вот. Мгм. Хорошо, вопрос. От чего замедляется метаболизм? Я сразу думаю, нужно рассказать, первых, чтобы люди понимали, что такое метаболизм. Это совокупность катаболических и анаболических процессов. Он всегда протекает. Я думаю, Максим сейчас расскажет. То есть, почему он замедляется и вообще что это такое? Просто все говорят, у тебя замедлился метаболизм. Либо как ускорить метаболизм. Ну, вот вопросы вот из такого. Ну, на самом деле, да, метаболизм действительно правильно. Это совокупность всех энергетических и пластических процессов, протекающих в организме. То есть, условно говоря, мы можем построить дом, да, построить по кирпичикам. Вот строительство дома по кирпичикам – это анаболизм. А можем разрушить дом также по кирпичикам, можем взорвать дом, можем что угодно сделать. Разрушение – это катаболизм. То есть все, что строится и создается, рост тканей, рост мышц, рост костей, рост всего в организме – это анаболизм, анаболические процессы. Все, что разрушается костная ткань, разрушается, слущивается эпителий кожи, уходит жировая клетчатка, да, это Жировая все ткань. жировая ткань, да. Это все катаболизм, то есть нарушение. А вот сочетание и баланс между катаболизмом и анаболизмом – это и есть метаболизм. То есть сочетание всех энергетических и пластических процессов, протекающих в организме. То есть, Понятие можно паузу. быстрый Когда у или... тебя Да, уходит да. жир, это катаболизм. Когда у тебя растут мышцы, это метаболизм. Когда разрушаются мышцы, это катаболизм. Но Да, совокупность всех этих процессов – это метаболизм. да, все верно. То есть отсюда пошло, да, название анаболический препарат, анаболик, то есть препарат, который призван увеличить объемы тканей, да, той или иной. Соответственно, понятие быстрый или медленный метаболизм, в принципе, оно, конечно, существует, но нужно четко понимать, что нужно, что вообще такое, что есть быстрый, а что есть медленный метаболизм. Для каждого человека оно индивидуально. Опять же, я говорю, вот можно взять две крайности. Можно взять мужчину средних лет весом 85-90 килограмм. И опять же субтильную девушку 45-50 килограмм весом там 160-162 сантиметра. И для них понятие метаболизма будет абсолютно разное. Для одной, грубо говоря, она съест, позавтракает, для нее трехразовое питание это излишне будет, да, это избыток будет.
А для мужчины трехразовое питание он едва ли наестся, да, почему? Потому что объем тканей совершенно разный. То есть, грубо говоря, прокормить двигатель объемом, там, условно говоря, 5 литров и объемом 1,5 литра, это разные вещи, да, то есть это разный расход топлива. Еда это такое же топливо, но только в отличие от топлива оно дает не только энергию, оно дает еще процессы, ну, скажем так, пластические вещества, то есть вещества, из которых все будет строиться, из которых будут строиться мышцы, кости и так далее. Когда человек занимается физической активностью, неважно какой физической активностью, и неважно какой человек, ребенок, взрослый, там, зрелый, старик, неважно, его метаболизм подстраивается под его нужды. Если организм видит, что нагрузка избыточна и существует, то есть да, надо различать два понятия, да, когда организм под нагрузкой и когда эта нагрузка сочетается с нормальным, адекватным питанием, организм растет. То есть происходит анаболизм, потому что организм понимает, что если он сейчас не вырастит мышцу, не вырастет кость, он просто сломается, он просто умрет. То есть это эволюционный механизм защиты. И вторая ситуация, когда организм под нагрузкой, но нету никакого питания, то есть человек голодает, то есть, да, развивается кахексия, человек худеет, человек, скажем так, становится таким астеничным, вялым, появляется худоба, расход жировой клетчатки, это катаболизм. Вот, соответственно, как только, вот условно говоря, как только человек занимается физической активностью, умеренной или высокой физической активностью, у него так или иначе вырастает метаболизм по сравнению с условным значением, когда он не занимался спортом, да, или физической активностью. Соответственно, уровень метаболизма выше, соответственно, он быстрее. То есть вопрос, как ускорить метаболизм? Увеличить активность, увеличить физическую активность и увеличить количество питания, которое будет поступать непосредственно с этой физической активностью. И, соответственно, мы получим высокий метаболизм. Как уменьшить, замедлить метаболизм? Перестать заниматься физической активностью и есть поменьше, грубо говоря. Соответственно, тогда уровень обмена веществ в тканях резко падает. То есть, грубо говоря, обмен энергии между внешней и внутренней средой падает, и обмен вот этих всех анаболических и катаболических процессов, он как бы останавливается. Он не останавливается неправильно, а останавливается он у мертвых только. У живых он всегда протекает, то есть абсолютно во сне, неважно, то есть он протекает всегда. Организм всегда что-то потребляет, начиная от кислорода, начиная от воздуха, да, которым мы дышим, и воды, которую мы пьем. И заканчивая выделением тепла, энергии, биологических жидкостей, всего во внешнюю среду. Это и есть метаболизм. Соответственно, скорость метаболизма зависит от потребности организма. Если организму нужны ресурсы, если ему нужно, чтобы происходили рост и развитие тканей, допустим, при беременности у плода, да, допустим, или у спортсмена, который активно занимается физической активностью, уровень метаболизма будет выше. И, соответственно, уровень метаболизма будет ниже, когда этого организм не требует, когда он находится в покое, когда нет физической активности, нет такого большого количества питательных веществ, которые поступают. И, соответственно, организм находится в такой спячке, полудреме. Он расходует то, что ему поступает, на то, что ему нужно, то есть, грубо говоря. Поэтому, вот, надеюсь, я понятно объяснил. Тема сложная на самом деле, вот эти скорости метаболизма. То есть нужно понимать и с головой относиться, что адекватная физическая активность, она должна подкрепляться обязательно адекватным питанием. Без этого никак не будет. Никакого ни жиросжигания, ни роста мышц. То есть нельзя худеть голоданием. Вернее, нельзя худеть, прибегая к одной физической активности. То есть обязательно нужно обеспечивать себя минимумом, хотя бы минимумом по белкам, для того, чтобы не создавать белкового дефицита и не разрушать ткани. Тогда будут преобладать катаболические процессы. Хорошо. Вопрос. Почему вечером иногда хочется есть больше, нежели чем днем? Это немножко, наверное, не по направлению, но все же. Ну, наверное, это субъективно больше. Я бы не сказал. Вообще вечером существует такое понятие, да, вот опять же, возвращаясь к двум типам нервных систем, симпатическая и парасимпатическая.
Чем меньше уровень дневного освещения, чем ближе к вечеру, чем ближе к ночи, к ночному времени суток, тем больше организм приспосабливается к такому, да, к активности парасимпатической нервной системы. То есть замедляется сердцебиение, замедляется дыхание, то есть человек, в принципе, готовится к отходу ко сну. Соответственно, как только активируется парасимпатическая нервная система, у нас активируется чувство голода, мы сразу хотим есть. Этим объясняется, что вечером мы, допустим, находимся в наиболее удобном для нас положении, мы находимся в наиболее удобном состоянии для нас. То есть нас ничего не беспокоит, мы никуда не бежим, мы ничего не делаем, мы готовимся спать. Организм готовится засыпать и восстанавливать свои силы. Соответственно, вот это влияние парасимпатической нервной системы, оно и ведет к тому, что чувство голода, оно обостряется. Вот. То есть, по большей части, это все-таки на уровне психологии. Ну нет, я бы сказал, это даже на уровне физиологии, потому что парасимпатика, она влияет, воздействует, ну, это прям нервные структуры, которые подходят непосредственно к желудочно-кишечному тракту, всему, то есть активируется его перистальтика, сокращение, то есть он начинает работать. То есть, ну и на уровне, конечно, такого эмоционального состояния тоже, но в первую очередь это за счет вот активации парасимпатики. Хорошо, вопрос. Действительно ли вредно коровье молоко? Просто сейчас, кстати, на самом деле что-то подзабыли про это, а вот, допустим, года 2 назад очень сильно хейтили, нельзя пить коровье молоко, это только для детей. И вот вопрос, действительно ли коровье молоко вредно? Ну, я слышал действительно, да, что есть определенные такие, скажем так, определенный негатив в сторону молочных продуктов с учетом того, что, да, как бы многие взрослые утрачивают ферментные системы. То есть они не могут усвоить молочный белок должным образом. То есть происходит определенное его нарушение. Лично я вот, ну, опять же скажу, что таких вот прям исследований, серьезных исследований, согласно которым молочные продукты наносят вред определенный. Начнем с того, что это источник жиров, это источник белков, это источник кальция в своем роде, да. И если не перебарщивать и не пить молоко, говоря о том, что это кисломолочный продукт, который в принципе должен употребляться дозированно, как и любой кисломолочный продукт, как творог, как сметана, как сыворотка, в конце концов, да. То есть, опять же, я за рациональное потребление. То есть не надо заливаться молоком, грубо говоря, вставать и выпивать, там, грубо говоря, литр молока. И на ночь литр молока, то есть это излишне. Если человек выпивает 2-3 стакана молока в течение дня, взрослый человек, он нормально его переносит, у него нет аллергии, у него нет лактозной непереносимости. У него все удовлетворительно. Он может спокойно добавлять молоко в пищу, в продукты питания, при готовке, при обработке продуктов и так далее. То есть при учете того, да, что у него не отягощен аллергоанамнез по молочным продуктам, и он переносит, в принципе, молочные продукты. Вот. В остальном избыток, ну, прям такого вреда молоко не несет. Оно достаточно питательное, оно достаточно калорийное, оно достаточно универсальный такой, да, растворитель. В нем можно что угодно разбавить, начиная с сывороточного протеина и заканчивая там, условно, там, любой углеводной смесью. Ну, это мое мнение, да, по молочным продуктам. То есть, может, кто-то не согласится. Ну, давай сейчас чуть скажу своего мнения, что в целом в молоке нету ничего вредного, если у тебя нет никаких аллергических реакций, если у тебя ферментативная система нормально к нему относится. Потому что если, допустим, взять какие-либо азиатские страны, они в целом не пьют молоко. И потому что у них ферментативная система не устроена на него, потому что они там из года в год его не пили. Если человек на регулярной основе пьет молоко каждый день, ну, условно каждый день, то в целом у него никаких проблем не будет. Но если, естественно, еще на там молочный сахар. Да, согласен. Хорошо, такой вопрос. Почему при похудении вес внезапно перестает снижаться? Ну, я думаю, что я давай отвечу на этот вопрос. Да, конечно. Блин, у меня эхо, так неудобно говорить. Почему вес перестает снижаться? Во-первых, это наша следующая тема. Если, допустим, вес остановился на весах. А если, допустим, все-таки мы не говорим про воду и все остальное, то это говорит об том, либо больше
либо тратится энергия. То есть это какой там первый закон термодинамики. Энергия никуда не пропадает, никуда не появляется. Если мы съели 1000 калорий, а потом 900, то у нас профицит 100 калорий. Вот у нас получилось 25 грамм углеводов в организме, либо 10 грамм жира. Если происходит на регулярной основе, то вес начинает расти. Просто так вес из-за магии не может прирасти. Вот. Но также, если говорить про метаболизм, когда мы худеем, у нас помимо жира также уменьшается количество мышц. Чем меньше мышц, тем меньше энергии мы тратим в состоянии покоя. Ну и, в принципе, во время активности. И из-за этого замедляется как раз-таки метаболизм. Чем мы худеем, чем меньше мышц, тем анаболические процессы протекают меньше, и сам анаболизм снижается. Поэтому нужны не для похудения, а для того, чтобы сохранить как можно больше мышц, чтобы в состоянии покоя тратить больше энергии и лучше выглядеть. Вопрос. Правда ли, что можно есть все что угодно до 12 часов дня? Нет, неправда, потому что все что угодно вообще, в принципе, есть не рекомендуется. В том плане, что есть продукты, которые несут вот прям катастрофический вред, да, ну и не только продукты питания, а в целом, в принципе, то, что мы употребляем, да, то есть я бы отдельно, вообще, в принципе, отдельно выделил бы в отдельную такую категорию, это все, что носит такие трансы, жиры, да, все, что жарится, причем жарится не просто, ну, допустим, на сковородке, а жарится во фритюре, да, причем это неоднократно жарится, то есть это всевозможная картошка фри, всевозможный бекон, наггетсы, панировка, кляр, все что угодно. Вот это есть вообще желательно про это забыть. То есть это вот эти трансжиры, они как раз-таки участвуют в формировании вот тех самых атеросклеротических бляшек, которые потом вызывают стенозы, окклюзии сосудов и так далее. Это первое. Второе, что нужно вообще в принципе исключить желательно, это алкоголь. Потому что вот по распространенному мнению считается, что алкоголь, он губителен для печени. Но на самом деле печень прекрасно справляется с малыми дозами алкоголя. Просто замечательно. А вот поджелудочная железа нет. То есть, скажем так, алкоголь это первичный яд для поджелудочной железы. Он ядовит для нее в любых дозах. То есть там говорят, стаканчик вина выпью, там бокальчик вина выпью. Нет, это все не про поджелудочную железу. Для нее это первичный яд. Поэтому к чему это приводит? К разрушению паренхимы, да, или ткани поджелудочной железы. Формированию хронического панкреатита 2, липоматозу поджелудочной железы, то есть замещение ее жировой ткани, дистрофическая форма, да, панкреатита. Ну и в конце концов, как исход, вторичный сахарный диабет, поэтому алкоголь это в любом случае яд, который нельзя применять вообще никогда. Ну, понятное дело, что в жизни очень трудно его исключить, но тем не менее злоупотребление приводит к разрушению не печени, а поджелудочной железы. Поэтому это вот те продукты, которые вообще нельзя применять. Соусы. Я против соусов всевозможных. Но не тех, которые мы, да, готовим, а те, которые в бутылочках, в бутылечках это продаются. Потому что там очень много свободных сахаров. Очень много свободных сахаров, которые, ну, даже не свободные, правильно сказать, скрытые сахара, да. То есть мы не знаем о том, что они там есть. Они их там достаточно много. Газированные напитки с жидкими углеводами, да, кола, Mountain Dew, Sprite, Pepsi, все, что жидкое льется, весь жидкий сахар, его тоже желательно исключить. Вообще, в принципе, исключить. Пальмовое масло. Продукты, содержащие пальмовое масло, это все, что дешевый шоколад, белый шоколад, что еще? Ну, в общем, скажем так, пальмовое масло это дешевый заменитель обычных растительных жиров, да, то есть оно в принципе вредное. Быстрые углеводы, сахар, белый хлеб. Это тоже все желательно исключать. Ну, не до безумия, конечно, что я вообще там, да, к сахару не притрагиваюсь, к хлебу не притрагиваюсь. Нет, конечно, просто разумные ограничения. Не надо есть булки, то есть ходить и просто зажевывать там 3 булки подряд уж. Извиняюсь за такое простое выражение, да. То есть ложками сахар есть. Употреблять жидкие углеводы, как я уже сказал. То есть чай желательно пить и кофе без сахара. Вот. Это вот, наверное, ряд продуктов. Но я думаю, многие врачи со мной согласятся по этому поводу, что вот то, что я перечислил, это прям негатив, который вообще нельзя есть. А по времени, по часам употреблять, ну, то есть
выпьем мы алкоголь с утра или вечером, да, будет одинаково плохо. Мгм. Сейчас мне что-то интуиция. Есть хорошее время, пропадала связь. Так, хорошо. Последний вопрос от девочек, потому что небольшой ряд вопросов от меня. Насколько безопасны и продуктивны для похудения замена сахара на сахарозаменители? Я немножко пару ставлю, что есть сахарозаменители, это аналоги сахара, которые имеют вкус, но менее калорийны. А есть полностью синтезированные вещества, не относятся ни к жирам, ни к углеводам, имеют калорийность 0, либо 0,1 и имеют очень сладкий вкус. То есть раздражают рецепторы так, что кажется, что сладко. Вот. Теперь вопрос, насколько оно эффективно для похудения и насколько это безопасно? Ну, для похудения эффективно, конечно, безусловно, эффективно, потому что энергетический субстрат углеводов, да, он снижается. То есть мы потребляем меньше калорий, соответственно, потребляем меньше энергии, соответственно, меньше избыток энергии перейдет в жировую ткань, да, то есть в трансформацию в жирные кислоты. Это первое, да, эффективно. Но насчет пользы я бы поспорил, потому что существует очень большой, скажем так, ряд побочных эффектов у сахарозаменителей, как, ну, скорее не кратковременных, а отсроченных, да, то есть, ну, скажем так, влияние на сердечно-сосудистую систему, на повышение артериального давления, на формирование атеросклеротических бляшек, на, условно говоря, даже в какой-то степени на жировую дистрофию печени, да, по типу гепатоза, липоматоза, опять же, поджелудочной железы. Очень много побочных эффектов, которые носят в себе сахарозаменители. То есть разные природы, в основном это многоатомные спирты, то есть все спирты, они претерпевают так, ну, все вещества, да, претерпевают изменения в печени, а спирты так тем более, да. Ну, вот первое, гексоза, да, это шестиатомный спирт, который является сахарозаменителем распространенным. То есть на его основе все делается практически. Ну, может, у меня не актуальные данные, может, сейчас, конечно, химическая промышленность пищевая шагнула вперед, и сейчас очень много других сахарозаменителей. Вот, поэтому я негативно отношусь к сахарозаменителям, потому что много побочных эффектов, а эффекта от них такового не сильно много. То есть можно просто ограничить потребление Мгм. обычного белого сахара, и все. А если мы, допустим, говорим про как раз-таки заменители типа стевия какая-нибудь, то есть если это условно тот же сахар, только полученный не из свеклы, а из растения стевия, он имеет там калорийность там, в 4 раза меньше. Нет, ну это я имел в виду про сахарозаменители, которые синтезированы химическим путем, да, то есть я не имел в виду, когда получается, допустим, это глюкоза или фруктоза или любой другой, да, моносахарид, олигосахарид, то есть это обычные сахара, да, то есть просто находящиеся в природе, но полученные из разных источников, допустим, там из сахарной свеклы, сахарного тростника, из, допустим, какого-нибудь кленового сиропа, условно, либо какого-то сиропа любых других растительных культур, да, то есть это все сахар, ну, я их обобщаю. Конечно, они имеют разную калорийность, безусловно, это разные вообще вещества, в принципе. Но я бы разделял природные источники, да, природные источники сахара, углеводов, правильно говорить, Мгм. моносахаридов, олигосахаридов, полисахаридов и химически синтезированные, да, те же самые многоатомные спирты. Вот. Это важно. Мгм. Хорошо, надеюсь, девочкам было хорошо слышно, а то у меня последние два вопроса связь пропадала. Ладно, теперь ряд вопросов от меня. На самом деле они как бы от меня, но не для меня. Что ты знаешь про, допустим, хорошо, вот так, как хорошо либо плохо сказывается на жиросжигание массажи и, допустим, разряд массажа какой-нибудь LPG массаж. Ну, допустим, просто массаж и LPG массаж. Это аппаратный массаж, когда условно делают условно не руками, а там, машинкой. Именно даже мы сейчас говорим не про похудение, а про жиросжигание. То есть похудеть можно, знаете как, выпить 2 таблетки слабительного и похудеть на 2 килограмма. Мгм. Это никак не связано с жиросжиганием. Ну, на самом деле, к жиросжиганию оно не имеет прямого прям отношения, оно больше влияет на уровень метаболизма непосредственно в тканях.
То есть удаление излишков жидкости, да, подкожной, усиление венозного кровотока в подкожных венах. Это массаж, то есть массаж к этому приводит, да, то есть первое, усиление регионарного венозного кровотока, то есть повышение давления в подкожных венах за счет просто прямого давления, да, на кожный покров. Соответственно, уходят застойные явления, уходит определенного такого, да, определенно выраженный отек непосредственно подкожно-жировой клетчатки в тех или иных областях. Происходит изменение тонуса подкожных мышц за счет того, что, да, мы непосредственно влияем физически, механически на них воздействуя. Повышается температура локально, да, за счет, опять же, кровотока, усиления кровотока. И все это в совокупности косвенно, очень слабо, конечно, приводит к определенным изменениям, но больше, скажем так, к локальному усилению метаболизма, и даже, наверное, я бы сказал, не метаболизма, а к локальному усилению кровотока и удалению излишков жидкости за счет повышения давления в венозных сосудах. Поэтому на прямое жиросжигание я бы не сказал, что это прям очень сильно влияет. Угу. Хорошо. А тренировки ЕМС, когда на тебя надевается костюм, который стимулирует небольшими импульсами тока, и тренировки длятся из разряда там 15 минут. Но после них потом все очень сильно болит. Как будто ты тренировался 2 часа и... Ну, короче, очень сильно все после них болит. Вот насколько они эффективны для жиросжигания. Ну, Именно непосредственно мы не рассматриваем 15-минутную тренировку, а именно насколько, допустим, 15-минутная тренировка обычная будет отличаться от 15-минутной EMS тренировки. я понял, да. На самом деле, точных прям таких исследований, которые вы говорили, что они эффективны, нет. Это все маркетинговые изыскания непосредственно тех производителей, которые изготавливают данное оборудование. За счет того, что, да, непосредственно импульсы тока, они могут, в принципе, стимулировать работу мышечной ткани, они могут стимулировать работу потовых желез, то есть отделение жидкости будет усиливаться. И, соответственно, будет создаваться такой локальный эффект, как будто бы человек похудел за счет такого избыточного ухода лишней жидкости непосредственно как из жировой ткани, так и из непосредственно окружающих мягких тканей. А сами мышцы, да, действительно будут сокращаться, но пока нету тренировок с отягощением, то есть пока мышца не создается отягощение, потому что в мышце не присутствуют не только волокна, которые, вернее, не только рецепторы, которые ответственны, ну, скажем так, воспринимают сокращение. Там есть волокна, которые ответственны практически за любую вообще модальность, которую мы можем применить к мышечному волокну. Так, Максим, тут пошли слова малознакомые людям. Ну, то есть я имею в виду, что, да, то есть мы можем волокно растянуть, мы можем волокно сжать. И вот в зависимости от того, как мы прикладываем силу к мышечному волокну, да, тренировки с отягощением, они незаменимы. То есть невозможно получить такой же результат, используя электростимуляцию, заменяя ею механическую работу мышц. То есть, да, кратковременный, очень слабый эффект будет выражен какой-то косметический за счет, допустим, ну, скажем, пастозность, такая отечность кожного покрова уйдет локальная. Немножко, может быть, жидкость проступит, да, такая пятница на поверхности за счет того, что просто, ну, грубо говоря, железы тоже сокращались под воздействием вот этих микроимпульсов. Но в целом, на данный момент эффективность не доказана. То есть это больше маркетинговые изыскания. Эффективнее, скажем так, тренировок с отягощением и сбалансированной диеты пока еще не придумано. Хорошо, вопрос теперь про диеты как раз-таки. Если мы сейчас не рассматриваем диеты, те, которые прописывают врачи, ну то есть в общепринятом понимании диета это прописывается какому-то больному. А если мы берем в плане похудения диеты, там какая-нибудь условно морковная, кремлевская, кефирная, гречневая, либо там на 3 дня на воде, либо 4 дня на одном соке, как это сказывается на похудении, допустим, в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе, эффективно ли это? Нет, это абсолютно неэффективно. В долгосрочной перспективе единственное, к чему это приведет, это к усилению катаболических процессов. И, допустим, если это будет диета на одних соках, условно, или кефирная диета,
организм будет терять, опять же, да, все те нутриенты, которые он должен получать непосредственно из, скажем так, нормальных продуктов питания. То есть в рационе всегда должно быть все сбалансировано. То есть нельзя допускать закоса в одну из сторон. Соответственно, все вот эти вот пищевые девиации, то есть отклонение нормального пищевого поведения, не все негативно сказываются на влиянии на организм по тем или иным причинам, потому что недостаток любого из веществ, любого из нутриентов ведет к катастрофическим последствиям для организма. Недостаток белков вреден, недостаток углеводов вреден, недостаток жиров тоже вреден. Соответственно, недостаток витаминов, недостаток микроэлементов, минералов и так далее. Это тоже крайне вредное состояние. Поэтому, когда мы допускаем монодиеты, когда, допустим, мы перекрываем полностью потребность кисломолочных продуктов в кальции, допустим, там, допустим, двухвалентном кальции, да, который необходим для сокращения мышц и для формирования, или фосфатов, да, для формирования костной ткани. Мы полностью убиваем, да, допустим, потребность в белках, жирах и, допустим, углеводах. Поэтому монодиеты, они приводят к резкому ограничению нутриентов, что ведет к усилению катаболических процессов, а катаболические процессы ведут к дистрофии. То есть дистрофия – это очень ряд серьезных То есть патологий, катаболических процессов мышц. не Ну только и жира, мышц, конечно, в том же числе, скорее всего. костей, жира, давай так, мышечной ткани, жировой ткани, костной ткани, хрящевой ткани, сосудистой ткани, вообще всех тканей организма, не только мышечной. То есть разрушаться будут все ткани одинаково успешно. Но в первую очередь, конечно, будут сперва уходить мышцы, потому что мышечная ткань – это хороший источник аминокислот, экстренный источник аминокислот для организма. Вот, а потом и кости начнут разрушаться. Хорошо. А если, допустим, про какие-то добавки, либо диеты, для выведения шлаков и токсинов из организма? Типа очищающая диета, либо очищающие БАДы, там какие-нибудь детокс-курсы. Единственные вещества, которые действительно эффективно работают по, допустим, удалению определенных нежелательных компонентов, которые попали в желудочно-кишечный тракт, если это токсины, допустим, попали, избыточное количество этанола в виде алкоголя, а даже болезнетворные микроорганизмы, вирусы, все что угодно, все, что попадает в желудочно-кишечный тракт, его нужно убрать оттуда, да. Это все сорбенты. То есть самый простой сорбент – это активированный уголь или белая глина. Она же известная в препарате как смекта. То есть употребление их, допустим, вызывает адсорбцию, да, негатив, то есть они собирают на себя все негативные вещества и выводят их в таком вот неизменном виде. Они не дают всасываться им из ЖКТ в организм. Все, что касается вот этого понятия зашлаковки организма, его такого не существует просто в медицине, как в принципе понятие. То есть есть понятие острое отравление, есть понятие хроническое отравление. Понятие зашлаковки, нет такого понятия, как шлаки и токсины. То есть токсины, да, есть понятие. Это, допустим, биологически активные яды, допустим, то есть, которые губительно влияют. Что такое шлак, я не знаю, то есть я не могу сказать, то есть и думаю, что мало кто сможет. Потому что, поэтому все вот эти вот диеты, бесшлаковые диеты, это все маркетинговый ход, который призван привлечь к себе внимание и приобрести их продукт. Так, что у тебя еще такое спросить? Да, в принципе, наверное, все. Максим, спасибо большое. У тебя уже, смотрю, там ночь. У меня уже тоже скоро ночь, у девочек тоже ночь. Спасибо тебе большое, что принял у нас участие. Давайте, девочки, кто еще остался, давайте в чат огоньков накидайте, напишите спасибо Максиму. Вот, я надеюсь, что запись у нас сохранилась, потому что у меня что-то время от времени связь пропадала. Вот. Ну все, Максим, спасибо большое, рад был тебя увидеть. Все, девочки, давайте, пока. Сейчас подождите, фотку сделаю для Инстаграма. Все. Так, кто не посмотрел, может посмотреть записи. Все, Максим, давай счастливо, если что, пиши. Давайте, пока. Так, я надеюсь, было полезно. Надеюсь, что у вас звук был четкий, в отличие от тех моментов, когда я говорил, потому что у меня перебивало эхо.
Вот, и сейчас я подгружу эфир. Все, всем остатка хорошего дня.